Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Надежда Кол, и я консультант по ипотеке в Англии. Если вы находитесь в Англии на рабочей визе, мечтаете о покупке собственной недвижимости, то как бы казалось это невозможным, но при правильном подходе вы сможете это осуществить. Оставайтесь со мной, и я вам объясню как. Знаете ли вы, что стоимость недвижимости в Англии удваивается каждые 10 лет? Это делает ее отличной инвестицией. К тому же аренда здесь может быть такой дорогой, как и выплата ипотеки. Так почему бы не вложиться в собственный дом, а не платить за чей-то? Во-первых, не все визы позволяют получить ипотеку. Если у вас есть рабочая виза, такая как Taiwan, Taitu, Skilled Worker Visa, Family Spouse Visa или даже Homes for Ukraine виза, то вам повезло. У вас есть шанс купить недвижимость. Временные визы, туристические визы или студенческие визы не позволяют взять ипотеку. Итак, каковы же требования банка? Банки предпочитают, чтобы срок действия вашей визы был не менее 12 месяцев. Но у некоторых нет ограничений на минимальные сроки действия визы, если вы сможете убедить их в своих планах остаться в стране. Ваша кредитная история. Кредитная история в Великобритании играет ключевую роль. Плохая или отсутствующая кредитная история может снизить ваши шансы, поэтому начните строить хорошую кредитную историю уже сегодня. Используя кредитную карту, у кого ее нет, нужно будет открыть кредитную карту. Нужно выплачивать кредитную карту каждый месяц и желательно открыть счет на мобильный телефон или перевести на себя другие счета, такие как газ, свет, cancel tax. Банки внимательно изучат ваш доход и его стабильность. Иногда вы сможете получить ипотеку почти сразу после начала работы, если у вас есть надежный контракт. Соотношение займа к зарплате будет таким же, как у всех, например, у британцев. Обычно это 4 или 4,5 раза от вашей зарплаты. Иностранцам часто требуется большой первоначальный взнос. Обычно это 20-25% от стоимости недвижимости. Но если вы соответствуете определенным критериям, он может быть и 10% всего. То есть некоторые банки вам дадут 90% от стоимости недвижимости. Банки предпочитают видеть ваш депозит, накопленный с вашей зарплаты. Однако вы можете перевести сбережения из-за границы или использовать денежный подарок от родственников, при условии, что вы сможете подтвердить источник денег и у вас будет дарственное. Для тех, кто имеет визу Homes for Ukraine или Family Spouse Visa, можно получить ипотеку с первоначальным взносом также 10 или 25%. Помните, точная сумма зависит от того, как долго вы находитесь в стране и сколько осталось до окончания визы. А теперь давайте рассмотрим шаги для подготовки к подаче на ипотеку. Первым делом нужно проверить свою кредитную историю. Используйте основные кредитные бюро, такие как, например, Experience. Если ваш кредитный рейтинг низкий, работайте над его улучшением. Соберите необходимые документы, банковские выписки, подтверждение доходов и любые налоговые документы для self-employed. Например, если вы self-employed. Свяжитесь с ипотечным брокером. Только брокер сможет найти подходящий вариант с меньшим риском отказа, так как если это произойдет, то ваш кредитный рейтинг понизится, и уже в этом случае шансов взять ипотеку у вас будет намного меньше. Получите предварительное одобрение. Это Mortgage in Principle. Это поможет вам понять, сколько вы сможете занять и увеличить ваши шансы при поиске недвижимости. Найдите недвижимость и сделайте предложение. Убедитесь, что ваше предложение соответствует условиям ипотеки и вашим финансовым возможностям. После принятия вашего предложения подайте заявку на окончательное одобрение. Банк проверит все документы и проведет оценку недвижимости. После положительного ответа банка заключите договор купли-продажи и завершите сделку. И вот несколько полезных советов. Первым делом улучшайте свою кредитную историю. Откройте счет в местном банке. Откройте кредитную карту. Регулярно ее используйте и выплачивайте полностью каждый месяц. Своевременно погашайте все необходимые долги. Откройте доступные счета на свое имя или возьмите контракт на мобильный телефон. Будьте готовы к дополнительным расходам, таким как юридические сборы, оценка недвижимости и страхование. Учтите их в своем бюджете. Работайте с ипотечным брокером, который специализируется на помощи иностранцам. Получить ипотеку в Англии не просто даже ее гражданам или постоянным резидентам.
но это возможно с правильной поддержкой и планированием. Если у вас есть желание и вы соответствуете основным требованиям банка, то ваша мечта о собственности Великобритании может стать реальностью. Для получения более персонализированного совета свяжитесь со мной, Надеждой Ком, ипотечным брокером в Англии. Мои данные, мои контактные данные в описании ниже. Спасибо за просмотр. Если у вас будут какие-то вопросы по недвижимости, также обращайтесь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал для получения дополнительных советов. Итак, до скорой встречи. До свидания.